По девочкам я очень сильно скучаю и хочу поскорее их забрать домой. Я уже год пытаюсь забрать своих детей у бывшего мужа. Ну, как будто бы вы не сильно за них бьетесь, что год дети живут с ним. У вас долг есть по элементу? Есть. Теперь уже суд вам никаких детей не отдаст. А зачем вы оставили детей себе? Так у меня условия позволяют, у меня собственная квартира. Если бы была она нормальной мамой, она могла давным-давно бы забрать. Они ее вспомнят потом? Нет, конечно. Он сказал, что он пойдет в опеку, лишит ее родительских прав. Так он же живет с детьми, а бухать продолжает? Да? Я пью. Конечно, с мамой лучше, потому что они еще маленькие. Она девочку свою по имени не называет. У девочки имя инвалидка. Это правда, что вы так дочь свою называете? Она Кристина, у нее есть имя. А вот это сейчас просто бред. Мы здесь объективной точки зрения не услышим. Если не позовем в студию Надежда Ивановна Власова, учительница Я вашей знаю. дочки. Добрый день. Мне кажется, что все режиссеры известных бразильских сериалов просто дети по сравнению с историями, которые мы с тобой снимаем. Он увел ее из семьи. Ее муж женился на ее лучшей подруге. Дальше продолжать? Там еще много чего интересного. Ну, вот и послушаем все вместе. Сегодня в нашей студии Маргарита Шеметова из Иркутской области. Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте. Что случилось у вас? С чем приехали? Я уже год пытаюсь забрать своих детей у бывшего мужа. Это детей увидели, да? Впервые за год? Я их 2 месяца уже не видела. Но до этого я ездила к ним. А 2 месяца не ездила, потому что работа, и у меня еще 4 детей со мной живут. Из всех 7 он отец только 3 младших, да? Да. Вы с ним год назад разошлись. Он был официальный супруг? Нет, мы были не в официальном браке, мы просто жили, ну как, Но дети на него записаны. дети записаны на него, потому что Кристина у меня инвалид, и я не могла ее записать, с ней в больницу ездить. Записать пришлось на него. А Анжелика? А Анжелику изначально решили на него записать. Дальше делали ДНК с ней, потому что он не верил, что это его дочь. В итоге вы с ним год назад разошлись. Да. Это когда малышкам было всего по годику, да? Да, им было по году всего. И он оставил детей себе. Как так получилось? Ну, получается, к нам друзья приехали, мы сидели. Как бы я маленечко выпила, потому что малышки еще маленькие были. А он перебрал. И он меня с Артема из Гели выгнал из дома. У нас там еще Галя была, тетя, которая потом с ним сошлась. Вот она со мной пошла. И я пошла к его матери, потому что мне идти было некуда. Какой кошмар. Слушайте, давайте тогда сначала. Как вы с ним сошлись-то вообще? Мы переехали, получается, в Касьяновку, купили дом с официальным мужем, с Чемякиным. А он Кириллом. отец каких детей? Артема и Ангелины. Так. Угу. И А купили дом на что? мама квартиру продала и дала мне денег. А муж был официальный? Муж был официальный. Угу. И все. Ну, там потом с Олегом, закрутилось, завертелось. Как? У вас же муж был? Ну, мы, получается, до этого с официальным мужем очень сильно повздорили. Я его, выгнала. И потом с Олегом закрутилось. Ну, то есть Олег не был причиной вашего развода с мужем? Развода нет. Я, в принципе, мужиков всегда выгоняла. Они мне не нужны. Но только для детей. А мужики вам чем мешают? Да я не знаю. Ну, у вас какой-то неудачный опыт с ними был, да? Вот Максимилиана кто отец? Максимилиан, это первая моя любовь. Может, из-за него я, конечно, со всеми так и поступаю, что главное дети и все, и больше мне ничего не надо. Так, ну вы забеременели от своей первой любви. Как его звали-то хоть? Миша? Миша. Родился Максимилиан. Он с вами жил, этот Миша, или нет? Нет. И в свидетельстве о рождении Максимилиана папа не вписан? Нет. Угу. Только отчество. А сколько вам лет было? 16. А почему он не в тюрьме, этот Миша? Он у меня на год младше был. Ему было 15.
15. Хорошо, а Лев от кого? От Ивана. А Ивану сколько было? 14? Нет. Он мой одногодок. А вы жили с ним или нет? Или забеременели? тоже? Нет, жила с С ним. ним прям жили, Да. ребенка хотели. Конечно. Но вы как-то очень быстро с ним разошлись, судя по тому, что Артему 10. Ну, потому что я его выгнала, потому что он пил каждый день. А вы его выгнали, Льву сколько было? Он только родился у меня, Лев. Так, а следующий, вот Артем и Ангелины, Чемякин. Чемякин, да. Кирилл его зовут, да? Кирилл, да. Вот. Но я он знаю, как что появился? Кирилл-то не исчез. Кирилл, хотя вы и выгнали его, он вам сейчас помогает с детьми. Да, А помогает. как он появился-то сначала, прежде чем вы его выгнали? Меня с ним брат познакомил. Но с ним у вас уже был официальный брак. Да. И вы когда его выгнали? В сентябре где-то. Ну, это сколько Ангелине было? Ей еще даже года не было. Но вы продолжаете с ним общаться, он с детьми помогает, да? Да. Я Отлично. общаюсь неплохо. Он живет с моей подругой, С кем? с подругой с моей, с лучшей. И они спокойно живут вместе, и мы общаемся. Вы сначала его выгнали, а потом появился Олег? Или появился Олег, и вы его выгнали? Но Олег уже появился после. Нет, но не Олег после. был для того, чтобы выгнать Кирилла. Высокие Просто отношения, Олег не конечно. Просто знал из- всех своих задач по жизни. У него их было 2. Сначала, чтобы свалил Кирилл, а потом этот Олег нужен был вам еще для того, чтобы родились 3 прекрасных детей. Правильно же? Ну да. Ну, он бухал, этот Олег, Поначалу не сильно выпивал. а потом по а накатанной, потом больше, начал больше. больше. А вы не пьете? Ну, как бы выпиваю, но не совсем так, что уж прям Скажите мне вот что еще. А вы вот детей рожали для себя, верно? верно. Да. А как вы их кормите? Я работаю поваром у нас в Большом Лугу. Примерно 2000 в день я зарабатываю. Мгм. И Ну, нам вам хва- хватает? Нам хватает вполне. Мгм. А какие-то пособия еще получаете, да? Пособие получаю, конечно. Скажите, а вот Лилия и Кристина родилась. У Кристины инвалидность, да? У Кристины А инвалидность. что с ней? По УЗИ сказали, что у нее позвоночная грыжа, Так. а когда родилась, уже сказали потом, что у нее ножки смотрели в другую сторону. Ей выпрямляли, ей делали операцию. Я пытаюсь понять, как остались дети у него. Ну вот он вас выгнал, пьяный был, разбушевался. Вы сами сказали, что он Мгм. сильно пьяный был, выгнал. А что вы на следующий день-то, когда он протрезвел, не вернулись, детей не забрали? Но у нас с ним была договоренность. Я же там в Михайловке работала. Работала 3 через 3. Что 3 дня они со мной, 3 дня с ним, пока я на работе. Так. Все так и было. Вот потом он пришел как-то пьяный под утро, начал камни кидать в окно. И чем все это закончилось? Тем, что позвонила мне Галя, я ей сняла квартиру напротив, Галя, это кто? тетя моя. Она его позвала к себе, а мне как раз на работу надо было. Она мне позвонила, я говорю, он что, спит? Она говорит, да, он спит. Все, я дошла до нее, все, детей забрала, ушла в квартиру. Галя, говорю, сиди, говорю, с ними здесь. Я, говорю, на работу пошла. Я потом домой прихожу вечером, детей нет. Я говорю, где дети? Он говорит, он их забрал. Понятно. А вы в суд подавали именно на местоположение детей, с кем будут жить На место, дети? да. Суд что сказал вам? До суда письма то ли не доходили, потому что они ко мне обратно возвращались, а то ли что. Потом через опеку уже юрист ЦПД, который, она сказала, давай, говорит, я составлю исковой и отправлю заявление в суд. Она подала заявление в суд? А заявление она так и не подала. Вам не кажется, что это бред? А почему вы ножками не могли дойти до суда? Ну, мне туда ехать надо, а я работаю еще и плюс 4 детей. Вообще, в принципе, полный абсурд. Ребенок до 3 лет живет с матерью. Это точно. Ни один суд никогда бы не присудил, чтобы дети жили с ним. Но это надо вам просто, я не знаю, наркоманкой, алташкой валяться под забором 24/7. Вы понимаете? Ну, что вы тянете? Это одно судебное заседание, ему бы сказали, парень, ты чего? И все, до свидания. Тут получается, что год дети живут с ним. И тогда в этом свете как-то несимпатично выглядите вы. Мало того, давайте так. Ну, как будто бы вы не сильно за них бьетесь, Вот понимаете? еще один вопрос. А он, когда дети остались с ним, подавал на вас на алименты? Да, он подал на алименты, я об этом даже не знала. У вас долг есть по алиментам? Есть. Какой?
Ой, там почти что-то 100 тысяч, что ли. Приплыли, понимаете, что пока вы эти деньги не вернете, теперь уже суд вам никаких детей не отдаст. Вы сейчас где живете? В Большом Лугу. Нет, это что у вас, дом, квартира? Дом. Съемный? Да. Вот мы сейчас посмотрим, как вы живете, а потом поговорим, почему вы при таком количестве детей живете в съемном доме. Дом я снимаю с апреля месяца. Переехала сюда с 4 детьми. Здесь нам нравится, здесь свежий воздух. Дети играют в мячик. В городе сильно никуда в квартире не отпустишь. А здесь даже можно с ними на речку где-то сходить, в лес прогуляться, пособирать там цветочки, не цветочки. Здесь помидоры высаживали. Дети и старшие, и младшие помогают мне. Так как мы живем здесь недавно, все вещи мы сюда еще не перевезли. Здесь комната, где спят дети. У каждого есть своя кровать. А малышкам уже возьму, когда их заберу. Дети занимаются все то, чем хочет. Ангелина снимает видео разные. Мальчишки, кто в компьютере сидит, кто в телефоне. Это моя комната. Я, в принципе, всегда хотела, чтобы у меня в комнате было именно так, чтобы кровать стояла, лампочки по краям висели, зеркало большое, куда можно с девочками покрасоваться. Здесь висят вещи, рубашки и для малышек платьюшки тоже. Я им покупала эти платья, чтобы их забрать, у них уже хотя бы какие-то первые платьюшки уже чтобы были. Хочу, чтобы за этим столом я сидела со всеми своими детьми. По девочкам я очень сильно скучаю и хочу поскорее их забрать домой. Теперь классический вопрос для нашей программы. Многодетная мама, где ваш материнский капитал? Я покупала дом в Подкаменной. Вот этот? Да. А что с ним случилось? Он сгорел. Мама пришла со своим сожителем, получается, с похорон, выпившая. Там еще у меня находилась крестная дочь. И вот она их разбудила, когда он загорелся. Она же мне потом и позвонила. То есть вы там с детьми не жили? Изначально жили, но потом съехали, потому что там болото. А зачем вы купили дом посреди болота? Но раньше еще стояли рядышком 3 дома, там тоже жили раньше. Школа, детский сад, где там? Через линию. Через какую линию? Там, получается, линию проходишь, и там школа и детский сад. Какое расстояние до школы и до детского сада? Ну, минут 10, наверное, ходьбы. Через болото? Нет, в другую сторону. Так, и сейчас из-за того, что этот дом сгорел, да и стоит он посреди болот, вы живете в съемном. Да. Я хочу позвать все-таки отца младших, которые с ним сейчас живут, Олега, и понять, что там происходит у них и что происходило. Идите к нам, Олег. Здравствуйте. Вы прям рядышком так? Точно. Я не кусаюсь, она тоже. А вы знали, что ваша бывшая сожительница хочет лишить вас родительских прав? Да. Она звонила и говорила. Я говорю, ну смысл? А за что вас лишать? Ну что, дети живут со мной. А зачем вы оставили детей себе? Да вот так у меня условия позволяют. У меня собственная квартира. У меня свой дом. Смысл? А ей на съемное жилье, там с ребенком постоянно надо по больницам ездить. С Кристиной. Когда она что будет успевать? То есть вы оставили детей у себя из благих соображений? Из условий. Или по съемному. Сегодня хозяин скажет, ты живи, а завтра съезжай, я продал квартиру. И куда там? Таскаться с этими манатками? Нам сказала Маргарита, что вы ее выгнали вместе с детьми на улицу. На улицу выгонялись не дети, а она. Вы Просто ее они- прям реально выгнали? Просто хотелось им продолжения. Я говорю, продолжения не будет. Какого продолжения? Мы Ну, же не знаем, что было. Приезжали гости, выпивали. Я говорю, все, хочешь, все, вали отсюда. Я прям открыл дверь, все, давайте вместе с гостями, все, с квартиры и все. Она взяла Тёмку и Гельку.
Макс остался сам, а Левка даже с кровати не встал. Когда они с Кириллом жили, она до развода к вам ушла или после? Нет. Они разошлись в сентябре, а сошлись мы почти в декабре, в ноябре где-то. То есть вы ее не выводили из семьи? Нет. Понятно, И не планировал. понятно. А почему тест ДНК делали на старшую дочку? Не верили, что это ваша? Ну, там и по медицинским и так далее, по своему усмотрению решил сделать ДНК. По каким медицинским? Ну, просто мне же тогда же было тоже не 15 лет. Ну. И много было, как бы, с кем жил, и Не было не детей. было А, детей. детей не ну, было. да. Вот смотрите, почему вы сошлись, более-менее понятно. Хотя у нее уже 4 детей было. Вас не смущало это, да? Нет. Сошлись, ладно, там страсть возникла. А разошлись-то почему? Получилось как? Я большую часть езжу по больницам с ребенком, с Кристиной. И в одно прекрасное время больницы, я там где-то был и по 50 дней в больнице, с одной в другую переселялись, с одного отделения в другое. В один прекрасный момент у меня не жена, а просто сосед оказался. То есть перестала... Да, просто жили как соседи на одной кровати. Ну, и смысл. Потерпел полгода, ничего не изменилось. А у нее своя жизнь, у меня Подождите, своя. но она настолько любвеобильна, что вы могли начать подозревать, что у нее кто-то появился, нет? Ну, было подозрение, Ну и что, подтвердилось, нет? да. Подождите, Не было у это меня как? никого вообще-то. Ну, как не было. Соседи сказали, Что сказали? что к ней приходит мужчина. Олег, вы-то сейчас один живете? Да, А кто вам помогает с детьми? моя мама. Ваша мама? Да. Понятно. Есть прогресс какой-то у девочки? Ну, она вот сейчас планово ложимся опять на операцию, и там уже как пройдет операция, прогрессы зависит не от меня же, а от медицины. От вас тоже зависит, если вы дома выполняете все Нет, ну рекомендации. мы рекомендации врачей выполняем. Какие? Массажи там и так далее. Мне же болезнь Бехтеря и Киари. Это вот нарушение позвоночной и отек головного мозга. И плюс медвежья стопа. Эта болезнь называется, когда за место взъема у ребенка пяточки. То есть нога, пятка вывернута в другую сторону. Мы сделали же часть операции на ноги. На поясницу она сразу делала операцию. Вот когда родила, перевезли, сделали операцию. Они изначально давали шанс, что она вообще лежать будет. Но она же ползает на колени, даже встает вот на свои как бы эти ножки. И вот сейчас в конце месяца опять поедем. Операцию на что будут делать? На ноги. Понятно. А слушайте, вы все время по больницам, а на что вы живете тогда, У интересно? меня, помимо так как начисляется на ребенка пенсия, плюс по уходу, у меня еще свое подсобное хозяйство, и так что мне как-то проще жить. Большое хозяйство? Ну, крупный и мелкорогатый скот, плюс птицы. А давайте посмотрим, как вы живете. Сядь сюда, улыбнись. Тебя снимает камера. Так, не деремся, сидим спокойно. Я многодетный отец, живу с 3 детьми. Нормально живем, не бедствуем, голодными точно не сидим, продукты есть. Приходит мама, помогает. Как обычная бабушка, где убраться, где покушать, сготовить. Старшая помогает, и она и вообще и мне помогает хорошо. Суп они какой-то готовят, я даже не знаю. Ну, что сготовит, как говорится, то и будем кушать. Молоко у нас свое, они его любят. Нате молочко. Но здесь вот для гостей получается комната. Кровати и стол, все. Это комната, где спят ребятишки. Мастерки, там, кугурумы всякие, платья. Игрушек навалом. Покупаются игрушки, те, которые дети просят. Дай, ты что все сломала? Нельзя ломать. Эта комната используется у нас как кладовая. Тут у нас велосипеды, коляски, самокаты, тазики, там что-то еще. Кукареку, но... А где у нас животные остальные? Давай поучим. Это кто?
Зебра, ну, Зеба. если бы была она нормальной мамой, она бы их видела спокойно. Могла давным-давно бы забрать. Подождите, так вы готовы, чтобы она их забрала? Нет. А вы Я говорю, говорите, если бы хотела, она бы давным-давно могла забрать. Могла бы приехать спокойно с участковым, взять опеку и просто забрать детей. ну вот сейчас она 2 месяца их уже не видела. 3. Почему? Она приезжала. Так а почему? Вы не даете? Почему? Я не даю. Даю. Пусть едет, когда хочет. Я ей не даю детей к ней туда. Ты мне какие Потому что угрозы я кидал по телефону? Не знаю адреса, я не знаю ее номера телефона. Она их увезет, я где буду искать? А если мне врач позвонит, что плановая операция переносится на более дальше или ближе, я потом где буду ребенка искать? Без прошлого будущего нет. Мы никогда не забудем подвиг наших отцов и дедов, которые они совершили во время Второй мировой войны. Только что на экраны вышел фильм «Август», посвященный этим событиям. Уникальный актерский состав, прекрасная режиссерская работа. Этот фильм точно никого не оставит равнодушным. Скажите, пожалуйста, а с своей бывшей тещей вы в каких отношениях? С мамой ее. Точно не в добрых. Она приехала к нам в студию. Молодец. Марина, идите к нам. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось с домом, который был куплен на материнский капитал, но почему-то жили в нем вы, и почему-то он сгорел? Мы жили нормально. Ну, Рита там была с Олегом, мы жили, скота там все держали нормально. Потом Рита с Олегом уехали. Я осталась одна. Ну, с бывшим, с Лешей. Все, мы уже решили ремонт. Я там купила краску, все, хотела полностью ремонт сделать. Я поехала на работу. Я работаю на мойке сутками. Приезжаю я домой. Там было как после бомбежки. Там было. Окон не было. Проводка вся выдернута. Телевизор 4 месяца отработал новый. Разбит, цветы, все полностью, холодильник, все. Там все было, даже тяжелая вот эта дверь входная, она была снята с петель. А кто это все сделал? А приезжал Олег ночью с Черемхова на такси. Вот этот, бывший зять. Олег, вы зачем разбомбили дом? Ну, она же всю историю не хочет рассказать, из-за чего Какую история. Олег, Когда это правда? было, она даже заявление писала. А зачем вы это сделали? А мы были с Маргаритой, мы оба ехали туда на такси, там был скандал. Какой Там скандал? позвонил вот этот Алексей. Там скандала не было. Было. Тебе мама позвонила и сказала, что Леша ее избивает. Ты говоришь, поехали на такси. Ты меня уговорил поехать на такси, мы до туда доехали, я с Лешей разговаривала. Ты начал там все крушить, все бомбить, я тебя давай успокаивать. А где я тебя успокою, если на меня шкаф летит? А что там крушить? Там Всё все было поразрушил. нормально. А зачем вы дом-то крушили? Объясните мне. Ну, я был в алкогольном опьянении. А я была вообще-то Они на там- работе на сутках. Ну, молодец. Это дом, между прочим, в котором есть доли ваших детей. Но, Не видимо, ваших. не ваших. Вы за собой вины вообще не чувствуете. А, нет. То есть вы считаете, что это нормально? Нажраться и дом чужой разбомбить? Ближе к зиме. Я сказал ей, что, восстановить тебе надо? Я восстановлю. Она говорит, нет, я тебя посажу. Я говорю, ну сади. Все. Так, а теперь смотрите, давайте мы теперь к самой Санта-Барбаре перейдем. А кто такая Галя? Тетя моя. Моя сестра. А он тут при чем? Но она с ним потом сошлась. Он сначала с Дашей жил, который на детей на моих маленьких орала. А Галя-то кто? А Галя, тетка моя, она потом после Кто Даши она ему с ним... сейчас? Она с ним потом сошлась и жила с ним. Так они сейчас живут? Да. А что вы говорите, что вы один живете? Так мы не живем с Галиной. А Гале сколько лет? 42. А правда, что у нее официальный муж 19-летний? 20-летний. 20, да, 21, по-моему. А сейчас. живет она с вами? Она не живет. Она жила сначала с одним, потом Серега приезжал, они жили втроем. Подождите, втроем кто? Ваш бывший, ваша тетя и вот этот 20-летний? Да, Вот ты вообще понимаешь, что ты сама говоришь? понимаю. Как говорит в таких случаях Юля, как скучно мы живем. Мать ваша, Олег, с нами отказалась говорить на камеру, но по телефону поговорила. Давайте услышим ее позицию. Она же Давай. вам помогает.
Нормально все у них было, когда сошлись, жили в деревне, и она со всеми справлялась. Я бы не сказала, что она здесь, когда жила, была такая гулящая. Нет, нет, нет. А что вообще тогда произошло? Почему они разошлись-то в итоге? Я не знаю, может, сами разберемся. Ну, разберетесь. Думала, в апреле на день рождения появится, но я ее не видела. В октябре к маленьким она приезжала, подарки привозила. А так вот дети, они маму не вспоминают. Они так иногда спросят: мама, Рита. А так в основном как бы отношения уже больше сейчас к папе, да, бабушке. Приезжала бы почаще, он же ей не запрещает видеться. А она вообще вот как-то помогает? Ничего. С кем детям будет лучше? Ну, конечно, с папой. Слушайте, ну вот я вас как взрослую женщину спрашиваю. Если мать редко видит 2-летних детей, они ее вспомнят потом? Нет, конечно. Ну так Так о чем разговор? она сама довела ситуацию до полного абсурда. Ваш бывший супруг, Маргарита, с нами сейчас будет на видеосвязи. Здравствуйте, Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, мы же правильно понимаем, что в отличие от Олега, вы-то как раз с Маргаритой остались в прекрасных отношениях и дружите? Да. А вы, я так понимаю, сейчас женились на лучшей подруге ее, да? Да, все верно. И между ними тоже никакая кошка не пробежала? Нет. Понятно. Вы А детям помогаете, да? Да, конечно, помогаю. Ну, финансово или встречаетесь с ними тоже? И финансово, и так, и встречаю. Она хорошая мама? Она отличная мать, справляется с своими обязанностями. Но был момент, когда Олег выгнал Маргариту с вашими детьми на улицу. Вы как-то с ним после этого пытались поговорить? Да, я пытался с ним связаться, он меня везде заблокировал, во всех соцсетях и везде. Но это какая-то трусливая позиция, не мужская. Да, он баба просто. Ваша супруга в нашей студии сегодня. Алена, здрасте. Здравствуйте. Как вам удалось-то, интересно, и мужика себе забрать, и отношения с подружкой не испортить? Ну, я его не забирала. Подобрали? Вы его подобрали. Да. Ну вот смотрите, сейчас-то что делать? Денег у них нет, долг большой, довольно большой, ну прям скажем, по алиментам. А дети, а это важно, чем дольше они живут с отцом, В таком возрасте, ну, тем вы больше понимаете копится возраст? долг, 2 года. тем меньше у нее шансов забрать обратно себе детей. Хотя он бы и не возражал, если бы она все сделала правильно и вовремя. Сам сказал, приехала бы, забрала, мы бы начали с нуля, подали бы в суды, и суды бы решали. Но сейчас Она уже его поезд... боится. Ага, понятно. Подождите, а боится. почему она его боится? Ну, потому что даже вот не так давно при мне она не перевела денежку, как обычно, 3 числа же поступает пособие, Да. а она забыла переподать. И, выплата задержалась. И когда ему деньги не поступили 3 числа, он ее полил так грязью. Он ей позвонил в пьяном состоянии. Он полил ее очень сильно грязью. Он сказал, что он пойдет в опеку, лишит ее родительских прав. Ну, вот в таком все роде. Подождите, так он пьяный был? Да, он был пьяный. Так он же живет с детьми, а бухать продолжает? Да. К нам сейчас придет двоюродная сестра Маргариты, Рузия. А вот зачем придет, у нее и спросим. Привет, Олег. Привет. Ты серьезно себя хорошим отцом не считаешь? Что, плохим? Вообще-то, да. Я тебе даже могу спокойно напомнить, как ты Максимьяна пытался напоить пивом. Да, конечно. Заставлял да вы ребенка да и напоить. заявления писали, клеветали. Почему Да дела не не надо, вот возбуждали? не надо. Вот Не вы надо, такие не странные. надо. Я пью. Рузия, расскажите нам, Да, что это за ты история? Была такая ситуация, я собрала всю свою семью у нас в Ангарске на шашлыки. Да. И сказала, позвонила сразу: Рита, так и так, хочу видеть своих племянников, тебя, и можете взять с собой Олега. Хочу на шашлыки. Все, хорошо. Она с ним разговаривает, говорит, он не поедет, у него скотина. Я говорю, хорошо, оставляй его дома, бери всех детей и езжай ко мне. На то, что он сразу ей в трубку заорал, Максимьян пускай останется дома. Я говорю, в смысле? Мой любимый племянник останется дома. А потому что скотину кто будет утром вставать в 5 утра отводить? Максимьян.
Почему вы плачете? Потому что Максимяна жалко. Я как вспомню. Я даже сама приезжала один раз и ходила с Максимяном пасти коров. Слушайте, ну давайте так. Максимилиан, во-первых, не его сын, раз. Во-вторых, Да. он сейчас в безопасности полной, поскольку Олег С с ним не мамой. живет, верно? Мы про девочек живет с сейчас мамой. говорим. Но он их любит. Ну, конечно, любит, Я он ничего их не отец. скажу. Он хороший отец. Когда Анжелика родился, сделали все. То есть он очень любит девчонок. Я в этом плане ничего не скажу. Да как где детям лучше-то? Я как могу утверждать у кого? Ну, конечно, с мамой лучше, потому что они еще маленькие. Олег, у вас есть знакомая, я не знаю, как ее зовут, вы нам скажете потом, наверное, да? Которая выступает за вас. Ну, Маргариту я видела несколько раз, и ничего хорошего, как о матери, я ей сказать не могу. Потому что детьми она не занимается, никогда не занималась. Я ее не видела вообще с детьми. Пообещала ребенку, что приедет к ребенку. Ребенок ждала ее, она приехала на машине, здесь же собралась и ушла. А ребенок за воротами кричал, истерил, что мама пришла и ушла. Олег вырастил и тех ее детей, сколько они лет не прожили. Он же помогал ей, он детей не делил. Это не он ушел, это она ушла. Я просто не могу понять, почему она к этим-то детям прицепилась. Что ей от этих детей нужно? Помогать она не помогает. Когда он ей звонит, я несколько раз он звонил ей при мне и говорил, где деньги. Она всегда говорила, ты же хозяйство держишь, у тебя мясо продай, и деньги будут. Если бы она не гуляла, другое дело. Олег старается для детей во всем. В школу он ходит, в садик ребенка он устроил. Да у него все разговоры это только мои девчонки и дети. Если детей отдадут матери, то девочка, инвалид, пойдет в интернат. Это однозначно. Потому что она девочку свою по имени не называет. У девочки имя инвалидка. При том, что она названа с рождения Кристиной. Я считаю, что если выбирать между мамой и папой, то, конечно, отец. Это правда, что вы так дочь свою называете? Я ее никогда так не называла. И Олег знает, что я даже всем, даже ему рот затыкала, когда они все, что его мама, называли ее инвалидкой. И всем говорила, что она не инвалид, она Кристина, у нее есть имя. А вот это сейчас просто бред. Да, конечно. Так же, как доча голосовое, ты записываешь голосовое дочина, ты говоришь, говори, и Лика начинает говорить, мама, где наши деньги? И смеется. Ты их подговариваешь, наоборот, против меня. А зачем вы это делаете? Я? Да. Она у меня спрашивает, а что мама деньги перевела? Я говорю, нет. Она говорит, А а откуда почему? она знает, что мама должна перевести деньги? Потому что Ой, я спокойно говорю ребенку, что вот мама переведет, и все, поедем хоть куда, в цирк, не в Ты цирк. даже игрушки не купил им Да, новые. Это конечно. То есть игрушки, таким которые я образом ей вы привозила. настраиваете детей против мамы? Ну, и, возможно, я Все не игрушки, психолог. которые Что я значит покупала. возможно? Послушайте, хватит то умничать, то прикидываться дураком. Вы определитесь, либо вы дурак, либо вы умный. Все, кто здесь сидит, так или иначе, задействованы в конфликте. То есть мы здесь объективные точки зрения не услышим, если не позовем в студию Надежду Ивановну Власову. А это учительница Я вашей знаю. дочки. Может быть, она нам расскажет, что же там на самом деле происходит. Надежда Здравствуйте. Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. У вас в классе учится дочка Риты и Олега. Да, Анжелика в 1 классе. Так. Все ли в порядке у ребенка? Вы же ее каждый день видите. Ну, когда первоначально Олег забрал детей к себе, он даже не подпускал Маргариту, запрещал общаться с детьми. Анжелика иногда даже в школу приходила заплаканная, потому что, видно, скучала о маме о своей. И один раз получилось так, что Маргарита позвонила, и я дала, чтобы ребенок ответил уже после уроков. То потом Олег узнал и мне позвонил, видимо, в подвыпившем виде, и даже начал на меня кричать, что я почему разрешаю ребенку разговаривать с Ритой. Ребенок иногда приходит в неопрятном виде, допустим, не всегда бывает выспавшаяся, на первых уроках даже иногда засыпает, либо плачет. А почему?
Вы спрашивали у нее? Ну, я ее спрашивала, она как бы зажата, иногда не отвечает, а иногда может там мне сказать: я хочу увидеть маму. Если все-таки кто-то из сегодняшних героев дойдет до суда, отбросив какие-то отговорки и уже перейдя к делу, и если папа бросит пить, то суду будет довольно сложно в этой ситуации. Нужно понимать поведение детей в сложившейся ситуации. И не обязательно, что суд встанет на сторону мамы, с учетом того, что папа ездит с детьми по больницам, он знает их историю болезней, всю их медицинскую историю, поэтому суду будет непросто. Но это, конечно, и только если папа бросит пить. Потому что если в рамках судебного процесса предоставить все вот эти видео, все свидетельские показания, то суду придется выбрать меньше из зол и все-таки оставить детей с мамой. А вы можете возить по больницам, помогать, навещать и быть прекрасным отцом, таким, как вы здесь описываете. Мы видим очень деградировавших родителей, которые ведут себя крайне безответственно. Это равно касается и матери, и отца. Мы видим совершенно вопиющее поведение, конечно, органов опеки, которые совершенно забыли, опять же, свои государственные и общественные функции и не пришли на помощь матери в этой ситуации. В данном случае, то есть я отдал бы детей, безусловно, маме. Папа за год, безусловно, детей к себе расположил, привязал. Тем более мы слышим слов учителя, что там определенное даже натравливание, по сути дела, звучит на маму. Я понимаю, что, безусловно, детям сейчас будет тяжело. Но в этой истории мама, повторю, совершенно мне не нравящаяся по своему поведению как бы в жизни, да, совершенно тоже с аморальными элементами поведения, все равно выглядит чуть более безопаснее, я так скажу, чем этот мужчина по имени Олег. Дети с таким папой, с моей точки зрения, быть не должны. Безусловно, вы должны заботиться о них, помогать, воспитывать, но они с вами просто не в безопасности. И меня это крайне беспокоит. Вот вы сейчас как видите эту ситуацию? Я выплачу все элементы, буду... Вам есть чего их выплачивать? У меня есть где взять. Давайте так. У нас есть в студии Руслан. Руслан, вы поможете со своей стороны грамотно написать все заявления в суд для того, чтобы мама обратилась, если у нее есть откуда погасить этот долг по алиментам, чтобы она уже в суде отстаивала свои права. Поможете? Да, за эфиром мы сейчас обменяемся контактами. И вот вам постараемся всё Руслан, сделать. он вам поможет. Дальше все в ваших руках. Если дети окажутся у мамы, вы поедете с ребенком в больницу? Поеду. Хорошо. А я вот не уверена. Посмотрим. Живем дружно, осталось дочку вернуть в семью, чтобы она была дома. Живет с мужчиной, которому 32 года. А ей сколько? Ей 14 лет. Распивает она с ним спиртные напитки. Попался мужик, убежал к мужику. Не попался в мужик, просто убежал. Ну вы запойная? Нет. Мама у меня частенько пьет, и поэтому я к ней не хочу. Ты же алкоголик, я тебя лишу материнских прав. А вы с этой дочкой-то, с Любиной, как живете? Она просто живет у меня. А это пьет? А это пьет ей некогда. А что за правда про мужа? Он имел отношения с моей дочерью. Вышло все вообще чисто случайно. Вы хотели ее в детский дом сдать? Потому что вот этот человек, он с ней пьет, она с ним сопьется. А поменьше пить? Пить поменьше. Я вот выпиваю, так я работаю, ё-моё. Валера хлебнула много в своей жизни, но ей формально 14 лет. Есть в студии психолог детский. Иди к нам, Валерия.